Как вы думаете, как нейросети видят вас? Может быть так, как видит змея через тепловизор? А может как муха мозаичным зрением? Нет, нейросети видят мир совсем по-другому. Я Илья Швидков, эксперт по нейросетям, и мы начинаем. Помните фильм «Матрицу», где объекты вылезали в виде зелененьких цифр? Братья Вачовских явно что-то знали, потому что именно так впервые нейросети видели мир, как рисунок из палочек и черточек. Современные нейронки работают чуть утонченнее и видят все в виде линий. Зачем нейросетям так сильно упрощать наш мир? Все просто. Такие изображения легче всего превратить в числа, а для нейросетей весь мир это числа. Картинки, видео, тексты, аудио, да что угодно можно перевести в числа. В математике говорят, что практически любой процесс в природе можно описать функцией. И это отличная новость. Ведь математически доказано, что нейросеть может решить любую задачу, которую можно описать функцией. В теории они вообще всемогущи. Человечество создало искусственную сущность, но по уровню развития она как маленький ребенок. Как обучить ее читать и ориентироваться в реальном нашем мире? Вспомните, когда последний раз вводили капчу. Переводится как полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга. И вы точно не знали, что вводя капчу, вы буквально помогали искусственному интеллекту от Google обрести зрение. В 2005 году капчи появились сразу два слова. Первое пропускало вас на сайт, а второе на самом деле на проверку не влияло. Это были отсканированные из книг слова, которые искусственный интеллект не смог распознать. Пользователи за 4 дня помогли оцифровать годовой архив New York Times. Теперь в капчах картинки. Почему именно светофоры? Вы не задумывались? Почему пешеходные переходы, автобусы, мотоциклисты? Да потому что, отмечая их на капче, вы учите беспилотный автомобиль от Google различать все объекты в реальности. Сегодня искусственный интеллект развился настолько, что может прочитать текст, который мы уже не можем. После извержения вулкана Везувия древние свитки превратились в обугленные сосиски. Нейросеть методично разглядывает трехмерные МРТ-сканы, ищет в них чернила, распознает буквы и разворачивает свитки целиком. Благодаря тем же алгоритмам беспилотные автомобили видят дорожную разметку, роботы-курьеры объезжают людей, ну а системы видеонаблюдения сканируют ваше лицо при помощи инфракрасных лучей. Какого они там цветом уже без разницы. Или вот еще, например, можете ли вы по памяти нарисовать, например, велосипед, но по памяти? Многие скажут да, но скорее всего у вас получится что-то не очень реалистичное. Наша память не фотографическая. Мы запоминаем принцип, а потом пытаемся восстановить детали. Но с этой задачей гораздо быстрее справится нейросеть-архиватор. Это такой алгоритм, который состоит из двух частей. Энкодер сжимает картинку по хитрым правилам. Декодер по тем же правилам разжимает обратно в оригинал. Когда нейросеть обучается на миллионах изображений, она учится сжимать их до состояния цифрового шума и разжимать обратно. Декодер делает портреты из того, что на портреты уже не похожи. Можно совсем убрать энкодер и оставить только декодер, который будет генерировать новые портреты с нуля. Но здесь мы упираемся в закон термодинамики. Нельзя получить что-то из ничего. Поэтому нужно дать нейросети цифровой шум, к которому она привыкла. Если попросить нейросеть нарисовать очаровательного кролика с большими глазами, она на основе случайного шума нарисует сначала общие очертания, а потом детали. Из-за разного шума выходят как раз таки разные кролики. Вспомните, насколько криповые картинки получались у Google Deep Dim несколько лет назад. Сравните с работами современных нейросетей. Прошло всего 5 лет, и вот уже Папа Римский идет в пуховике Баленсиага, а Трамп там после ареста отправляется в тюрьму, например. А что если взять тот же энкодер и декодер, но скормить им не картинки, а наш язык? Получится языковая модель. Ключевая идея современного искусственного интеллекта. Слышали когда-нибудь, что математика — это язык Бога? Насчет Бога есть вопросы, а вот насчет того, что математика — язык Вселенной, это точно. Отвечу на загадку. Что будет, если из слова «король» вычесть «мужчина» и прибавить «женщина»? Получается королева. Если из Парижа вычесть Францию и прибавить Японию,
то получится Токио. Разработчики ChatGPT пошли на Reddit и выкачали все посты с большим количеством лайков. И нейросеть начала сравнивать слова по смыслу. На оси от мужского к женскому король это 0, а королева это 100. Можно добавлять эти оси до бесконечности. Так и родились целые галактики, связанных по смыслу слов. Русская король это английская king и немецкая König. Занимает там почти одинаковые места. А поскольку нейросети думают на языке чисел, им без разницы, на каком человеческом языке вам отвечать. И отсюда удивительные способности современного искусственного интеллекта. Каждый день в 9 утра мы публикуем новости из мира нейросетей. Подпишитесь на наш телеграм-канал про нейросети для предпринимателей и фрилансеров. Получайте актуальные кейсы, инструменты и практические советы по автоматизации бизнеса с помощью искусственного интеллекта. Все изменилось, когда ChatGPT засунули в интерфейс чата. И все буквально сошли с ума. Давайте попробуем его озадачить. Просим нарисовать воздушные шары, которые привязаны к наковальне. Спрашиваем, что будет, если перережем веревку. Он отвечает, что шары полетят наверх, а наковальня упадет вниз. Таким может справиться даже ребенок. Давайте дадим что-то посложнее. Тест Баннета на понимание механики. Нейросеть поняла нас сама. Поняла, что каждая следующая шестеренка вращается в противоположную сторону. А теперь самое сложное. Нейросеть может прочитать зеркальный текст, знает выражение пов и понимает, что текст видит утка по ту сторону экрана, делая объектом мема самого читателя. Рисуем на листочке шаблон сайта, заголовок, картинка, кнопку «Купить». Делаем этот набросок нейросети и просим написать код. Она создает готовый HTML сайт. Представьте, сколько действий она совершила, чтобы преобразовать набросок в работающий код. Языковые модели полностью стирают языковый барьер в интернете. Когда вам без разницы, на каком языке слушать лекцию, будь она хоть на китайском, Яндекс.Браузер даже озвучит ее по ролям. Если нет времени слушать языковую модель, может сделать краткий пересказ. Можно конспектировать не один ролик, а сразу 20. Сделать выжимку, и потребление информации увеличится просто до безумных, не знаю, в 20 раз. В первую очередь это изменит образование. С детства ребенок задает по 300 вопросов в день. Кто будет на них отвечать? Вы устанете, а языковой модели нет. Раньше мы такого себе позволить не могли. Учеников собирают в группу по 30 человек. 5 прокрастинируют, 10 давно все сделали, 15 пытаются вникнуть. Уровень знаний у каждого свой, а задание одно на всех. Персональный нейроучитель давал бы отличникам задания посложнее, а не понимающим объяснял на простых примерах. Уже сейчас в практикуме нейросеть может подсказать, где в коде закралась ошибка, а продвинутому студенту сделать суммаризацию урока. Сейчас нам кажется, что языковые модели живут в окошке чата и никак не влияют на физический мир. Но что если засунуть их в реальный предметы? Роборука управляется с чатом GPT. Ей говорят: отнеси банан к бутылке воды. И она сама понимает, что такое бананы и что такое бутылки. Она понимает концепцию стран и кто такая Тейлор Свифт. Железяка стала начитанной. Роборука от Яндекса запоминает объекты и то, как с ними обращаться. Яйца нужно обхватывать аккуратно, а квадратные предметы можно хватать быстрее. Языковые модели ближе всего приблизились к сильному искусственному интеллекту. Тому, который может решать не только узкие задачи, но и будет силен сразу во многом, как человек. И это потому, что для современного человека весь мир — это текст. Мы рассказываем себе истории и так конструируем реальность. Превратив текст в числа, мы дали языковым моделям доступ ко всей человеческой культуре. Соблазн удобства против человеческой свободы. Простая задача предсказывать следующее слово разослась до интеллекта, который может понимать мемы и управлять роботами. Мы, люди, тоже эволюционировали от простой задачи искать еду до литературы и философии. Из простых формул, связанных в нейросеть, рождается что-то похожее на интеллект. Создавая нейросеть, люди не знают точно, что получится в конце. Предсказать, что будет уметь чат GPT 5, очень сложно. Или 6-я, 7-я версия. Как бы тщательно мы не ставили цель перед искусственным интеллектом, всегда есть риск, что он
поймет ее по-другому. Создаем беспилотник, он разгоняется до 300 км в час, объезжая светофоры, по тротуару, сбивая пешеходов. А что если мы сами не захотим отключать искусственный интеллект? Что если он сделает нашу жизнь настолько удобной, что мы добровольно откажемся от свободы воли? Кто сегодня пользуется бумажной картой или компасом? Яндекс.Карты строят оптимальный маршрут лучше нас. YouTube рекомендует видео, Spotify подбирает музыку. Даже партнеров по жизни нам подсовывают алгоритмы на сайты знакомств. В день мы принимаем до 35 тысяч решений. Большая часть мелочи и рутина. Почему бы не доверить их искусственному интеллекту? Но с каждым таким решением мы все меньше оставляем свободы самим себе. Через 10 лет искусственный интеллект может предложить банкиру стать пекарем, проанализировав его лайки, режим дня, медицинские данные родственников. Мы не всегда будем понимать логику искусственного интеллекта, но будем к ней прислушиваться. От тирании алгоритмов мы перейдем к тирании комфорта. Будущее уже наступило, и пора бы это заметить. Мы создали технологию, которую не можем полностью контролировать, и постепенно передаем ей право принимать решения за нас. Не по принуждению, а по собственному желанию, ради удобства. С вами был Илья Швидков. Подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.